Всем привет! Вы на канале о вязании Momo Snail. Тут мы вместе учимся вязать спицами и крючком. И просто вдохновляемся, потому что скоро на канале мы будем разбирать новые узоры и полноценные проекты. В этом ролике мы разберем 6 способов закрытия петель. Они отличаются и техникой, и дизайном. Какие-то края получаются эластичные, какие-то наоборот более плотные, а какие-то будут просто декоративными. Но если вы будете уметь вязать их все, вы сможете комбинировать их в своем вязании, и ваши проекты будут еще лучше. Не только для вашего удобства, но и для своего я создала файлик-подсказку со всеми этими методами. Вы найдете его по ссылке в описании. Пользуйтесь и не благодарите. Хотя нет, благодарите и желательно лайком. Итак, сегодня мы разберем следующие способы. Это классический способ закрытия, он вяжется 3 методами. Лицевыми, изнаночными и когда мы чередуем лицевые и изнаночные. Эластичное закрытие с накидом для резинок. Исландский способ. Рифленая кромка, похожая на болгарский зачин. Закрытие петель крючком айкорд. Он тоже у него есть 2 метода, это с помощью рабочей нити и без рабочей нити. И последнее это подгиб края или кетлевка. Если вам необходим конкретный способ, в описании есть тайм-коды для вашего удобства. И не забывайте пользоваться прекрасной функцией YouTube «Скорость воспроизведения видео». Нажмите шестеренку и выбирайте удобную для вас скорость. Итак, начнем с классического метода. Он вяжется 3 способами. Это закрытие лицевыми, закрытие изнаночными и закрытие лицевыми и изнаночными чередуя. Их разница в том, что когда мы закрываем лицевыми петлями, косичка будет смотреть прямо на нас, на лицевой стороне. Если же мы закрываем петли изнаночными, то косичка будет смотреть в обратную сторону, на изнаночную. И когда мы закрываем чередуя, лицевая и изнаночная, то косичка смотрит ровно наверх. Отлично это закрытие подходит для шапок, шарфов и таких вот краев, когда необходимо, чтобы край смотрел ровно наверх. Итак, приступим к практике. Закрытие классическим способом лицевыми. Первую петлю мы снимаем, не провязывая, просто перекидываем на правую спицу. Вторую петлю провязываем лицевой. Затем предыдущую петлю мы должны набросить на первую, вот таким образом. Следующую провязываем лицевой. И снова предыдущую петлю набрасываем на первую. Лицевая. Набрасываем. Лицевая. И набрасываем. Лицевая. И набрасываем. Такой край у нас получается. И так мы вяжем до конца ряда. В конце мы просто отрезаем нитку и вытягиваем ее. Затем прячем кончик в кромочных. Как правило, он прячется именно в кромочных, вот в эту косичку. Следующий способ – это закрытие классическим методом с помощью изнаночных, когда косичка будет смотреть назад. Все то же самое. Только здесь мы будем провязывать изнаночные. Первую петлю мы снимаем, вторую провязываем изнаночной, и теперь предыдущую петлю мы накидываем на вторую. Вот таким образом. Снова провязываем изнаночной. И снова предыдущую петлю накидываем на вторую.
изнаночная, предыдущую накидываем, снова изнаночная и набрасываем. И так вяжем до конца ряда. В конце вытаскиваем нитку через нашу петлю и прячем кончики. Следующий способ у нас классический, когда мы чередуем лицевые и изнаночные. В этом случае косичка смотрит прямо наверх. Итак, первую петлю мы снимаем, вторую провязываем лицевой. Теперь предыдущую петлю накидываем на первую. Следующую петлю мы вяжем изнаночной. Теперь предыдущую петлю накидываем на первую. Далее лицевая. Накидываем. Изнаночная. Накидываем. Лицевая. Накидываем. И так вяжем до конца ряда. В конце обрезаем нитку и вытаскиваем ее. И прячем кончик в кромочных. Следующий метод у нас эластичный с накидом. Он отлично подходит для резинок, он ее не стягивает и не деформирует. Главная особенность этого метода – это какой накид мы делаем. Сейчас все покажу. Начнем мы с резинки 1 на 1. Первую петлю мы снимаем, не провязывая. А дальше зависит от того, какая у нас идет следующая петля. Если у нас идет лицевая, как в данном случае, то накид мы делаем следующим образом. Накид мы делаем к себе снизу. Теперь мы провязываем лицевую. Затем 2 предыдущие петли мы должны накинуть на вот эту по очереди. Сначала мы перекидываем наш накид и накидываем последнюю петлю. Следующая у нас идет изнаночная. Накид мы делаем следующим образом. От себя за рабочую нить. Теперь мы вяжем изнаночную. И набрасываем эти 2 петли на последнюю. Повторим еще раз. У нас идет лицевая петля, значит накид мы делаем к себе, то есть снизу рабочей нити. Теперь провязываем лицевой и набрасываем эти 2 петли. 1 и 2. Дальше у нас идет изнаночная. Значит, накид мы делаем от себя за рабочую нить. Теперь провязываем изнаночную. И набрасываем эти 2 петли. 1 и 2. Итак, мы вяжем до конца ряда. Давайте теперь я покажу этот способ на резинке 2 на 2. На самом деле этот метод никак не меняется в зависимости от того, какой ширины у вас резинка. 3 на 3, 4 на 4 и так далее. Все зависит от того, какая петля у вас идет следом. Если идет следом лицевая, то накид вы делаете
к себе снизу рабочей нити. Если идет изнаночная, то от себя за рабочую нить. И помните, что всегда можно заглянуть в подсказку, которая находится по ссылке в описании. Итак, первую петлю снимаем. Дальше у нас идет лицевая, значит накид делаем к себе снизу рабочей нити. Провязываем лицевую и накидываем эти две петли на первую. 1 и 2. Следующая у нас тоже снова лицевая. Накид делаем к себе снизу рабочей нити. Провязываем лицевую. И снова набрасываем. 1 и 2. Далее у нас идут 2 изнаночных. Накид делаем от себя за рабочую нить. Провязываем изнаночную и набрасываем эти 2 петли. 1 и 2. Снова изнанка от себя за рабочую нить. Теперь провязываем изнаночную и накидываем эти 2 петли. Итак, вяжем до конца ряда. Помните, что кромочную мы вяжем всегда изнаночной, поэтому перед ней мы точно так же делаем накид от себя за рабочую нить. Когда вы провяжете, у вас останется одна петля на спице. Вы обрежете нить, вытяните ее и спрячете кончик в кромочных. Следующий метод у нас исландский. Один из моих любимых способов закрытия петель. Этот способ формирует такой аккуратный и округлый край изделия, который хорошо держит форму и не закручивается. Довольно часто использую этот метод, когда вяжу кофту сверху вниз и закрываю таким образом низ свитера. Итак, начиная с первой кромочной петли, мы вставляем спицу правую вовнутрь петли. Теперь мы должны захватить переднюю стенку с второй петли. Вот таким образом. Теперь провязываем лицевую. И скидываем эти петельки с левой спицы. Теперь накидываем петлю с правой спицы обратно на левую. И снова повторяем. Правой спицей вводим вовнутрь первой петли, захватываем переднюю стенку второй петли. Теперь провязываем лицевую. И скидываем эти петельки с левой спицы. Надеваем обратно петлю. Повторим еще раз. Правую спицу вводим вовнутрь первой петли, захватываем переднюю стенку второй петли. Провязываем лицевую. И скидываем 2 петли с левой спицы. Вот так. Набрасываем обратно. И так вяжем до конца ряда. Следующий способ у нас рифленая кромка. Он похож визуально на набор петель болгарский зачин. Ссылку на набор петель болгарского зачина вы найдете по ссылке в описании. При этом способе закрытия петель нам нужно пройти 3 этапа. Это на лицевой стороне мы сейчас провяжем один ряд,
потом на изнаночной стороне вернемся сюда, и в третьем этапе мы сделаем закрытие классическим способом лицевыми. Итак, одно из правил, что когда мы будем провязывать на лицевой стороне петли, они у нас будут изнаночные, а на изнаночной стороне мы будем провязывать лицевыми. Итак, первую петлю мы снимаем, вторую петлю мы тоже снимаем, но нить рабочую перед работой. Вот так. Следующую петлю мы провязываем изнаночной. Следующую мы просто снимаем нить перед работой. Изнанка. Снимаем нить перед работой. Изнанка. Итак, чередуем до конца ряда. Последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной. Мы провязали первый ряд и разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем. И теперь важный момент. Если на лицевой стороне мы следующую петлю провязывали, то в изнаночной стороне мы ее снимаем. Нить будет находиться за работой. Следующую петлю в лицевом ряду мы снимали. Значит, здесь мы ее провязываем, но провязываем лицевой. Следующую петлю мы на лицевой стороне мы провязывали, значит, здесь мы ее снимаем, нить за работой. И так продолжаем чередовать. Лицевая, снимаем, лицевая, снимаем, провязываем лицевой и снимаем, провязываем лицевой, снимаем, лицевая, сняли, лицевая, сняли, лицевая, сняли, лицевая. И последнюю петлю провязываем изнаночной, так как она у нас является кромочной. Мы провязали второй ряд, разворачиваем вязание. Вот так наше вязание выглядит уже на лицевой стороне. И теперь нам необходимо закрыть эти петли классическим способом с использованием лицевых. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой. И теперь предыдущую петлю накидываем на первую. Снова провязываем лицевой и накидываем предыдущую петлю на первую. Лицевая, накидываем, лицевая, накидываем, снова лицевая и набрасываем. И так мы с вами вяжем до конца ряда. Вот такой красивый край у нас получается. В конце ряда вы отрежете рабочую нить, вытяните ее из петли и спрячете кончик в кромочных. Следующий способ у нас закрытие с помощью крючка. Он еще называется I-cord. И у нас два способа. Это первый с использованием рабочей нити и без использования рабочей нити. На вид они разные.
первый способ с использованием рабочей нити похож один в один на классический способ, когда мы закрываем лицевыми, то есть косичка смотрит ровно прямо на нас. Просто кому как удобно. Кто-то пользуется просто спицами, кому-то удобнее это делать крючком. А при втором методе, когда мы не используем рабочую нить, то край получается очень тугой. Он прям стягивает наше вязание. Иногда я его использую, когда мне, например, нужно закрыть широкий рукав, и я не хочу, чтобы мой край был эластичным. Итак, давайте приступим. Первую петлю мы снимаем на крючок. Вторую петлю мы провязываем лицевой. И вот у нас на крючке 2 петли, и мы первую петлю продеваем через вторую. Вот так. Далее следующую петлю мы провязываем снова лицевой и снова продеваем крючком первую петлю в следующую. Снова лицевая и продеваем. Итак, вяжем до конца ряда. При закрытии петель крючком без использования рабочей нити мы должны закрывать с другого конца. Для этого я провязала один лицевой ряд. У меня здесь находится рабочая нитка. И теперь я перевожу вязание на другую спицу. Вот таким образом. То есть просто чтобы с этого края у меня не висела рабочая нитка. Она висит с другой стороны. Теперь я беру крючок и начинаю вязание. Снимаю я первую петлю, вторую тоже снимаю. И теперь я первую петлю сразу продеваю через вторую. Следующую петлю я снимаю снова и снова продеваю. Вы прям сразу почувствуете, как петли довольно туго идут. Снова снимаем и продеваем. Край этот получается тугой, потому что мы не можем регулировать наши петли. Натяжение петель мы не можем регулировать. Снимаем, продеваем. Снимаем и продеваем. И так идем до конца ряда. И теперь наша вишенка на торте – это подгиб края или кетлевка. Этот метод отлично подходит для горловин, манжетов, для обработки края шапок и многого другого. Помните, что для того, чтобы вам провязать подгиб, вам необходимо провязать еще лицевую гладь в 2 раза больше. То есть, если вы хотите, чтобы ваш подгиб был примерно в сантиметр, то вам нужно провязать лицевую гладь в 2 сантиметра, чтобы подвернуть, и это выглядело так, как вы хотите. Для этого я вот провязала пример. Мы будем делать подгиб. Я нахожу примерное место, где я буду связывать петли с изнаночной стороны, примерно вот здесь. И теперь мне понадобится иголка для трикотажной пряжи и нитка другого цвета. Сейчас я буду продевать эту нитку в петли, чтобы мне было удобно провязывать петли со спицы. И вот я примерно нашла ряд, где я буду закрывать
петли при подгибе. Ну, давайте пусть будет это здесь. Я иглу вставляю в кромочную петлю. И затем я буду подхватывать передние стеночки наших галочек. Самое главное, нам не ошибиться на ряд, чтобы не было ступеньки. Проверили себя, растянули вязание вот таким образом. И обязательно посмотрели, чтобы у нас было все на одном ряду. Что у нас нету никаких ступенек, что мы все правильно сделали. И теперь последние 2 петелечки. Раз. И в кромочную. Вот таким образом. Сняли иголку с нитки с белой, и для нас это просто наметка. Мы будем смотреть, где мы будем подшивать наши петли. Теперь берем наше вязание и берем крючок. И мы будем вставлять крючок на один ряд выше, чем у нас вот эта вот белая ниточка. Теперь начинаем вязание. Итак, вставляем крючок вот таким образом в первые кромочные. Теперь снимаем первую петлю. Затем захватываем рабочую нить и продеваем ее через эту петлю, которую вот первую мы сняли, и выводим ее вот сюда. Итак, следующий, куда мы вставляем крючок, это следующий наш столбик вовнутрь птички, выше белой нитки, вот сюда. Вставили крючок, сняли следующую петлю на крючок, затем захватили рабочую нить и вывели ее наружу. Теперь у нас на крючке 2 петли, и теперь мы первую петлю провязываем во вторую. Вот так. Вставляем крючок в следующий столбик. Вот сюда. Вставили. И следующую нашу петлю мы снимаем на крючок. Вот так. Захватываем рабочую нить и выводим ее наружу. У нас снова 2 петли на крючке, и мы продеваем первую петлю во вторую.
следующий столбик. Снова вставляем крючок в следующий столбик вот сюда. Снимаем следующую петлю на крючок. Вот так. Теперь захватываем рабочую нить и выводим ее наружу, вот сюда. У нас снова 2 петли на крючке, и мы снова ее провязываем, вот так. И у нас получается вот такая косичка. А сзади у нас ровный красивый краюшек. Итак, вяжем до конца ряда. Встретимся в конце. Итак, у меня на спице осталось 2 петли последних. И я вставляю в последний наш ряд, вот сюда. Снимаю петлю. Провязываю рабочую нить и вывожу ее вот сюда, обратно, куда я вставляла крючок. И теперь продеваю снова через петлю. И последнюю я продеваю между 2 кромочными, вот сюда. Снимаю последнюю петлю. Продеваю рабочую нить и вывожу ее наружу. И снова вывожу в петлю. Вот таким образом. Отрываю нитку и вытягиваю ее через петлю. Затем я просто эту нитку спрячу в кромочных, чтобы ничего не было видно, а вот эту вот белую вспомогательную мы просто вытаскиваем из вязания. И у нас получился вот такой красивый подгиб. На этом все. Если мастер-класс был полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие уроки. С вами была Александра. Пока-пока!